Всем привет! Сегодняшний выпуск будет посвящен гипопрессивным тренировкам. Это система тренировок, с которой я познакомилась буквально недавно. Начала я активно заниматься, увидела и прочувствовала эффект, и сейчас нахожусь в процессе обучения для того, чтобы в дальнейшем преподавать эту систему людям. Сегодня вы увидите мою собственную тренировку с моим тренером, наставником, преподавателем Вадимом. Увидите, как я занимаюсь этим сама. Потом мы с ним немножко пообщаемся, подопрашиваем его. Он нам расскажет про концепт, про эффекты и так далее. И потом вы увидите, как я сама преподаю своей спортсменке, своей подопечной начальный уровень гипопрессивных тренировок. Пока что у меня это, конечно, очень так шатко получается, но с чего-то надо всегда начинать. Поехали! Здравствуйте. Рад представить вам моего тренера, наставника, преподавателя Вадима Мишина. Сегодня мы проведем тренировку по системе, которой я недавно начала заниматься. Это гипопрессивная система тренировок. Познакомитесь с ней, увидите, как это происходит. И мы вкратце расскажем, что это такое, с чем это едят и с чем это нужно. Да. Начнем. Максимально естественно. Берем два мяча и около стены вдоль позвоночника давим и прокатываем. Стараемся весь позвоночник прокатить. Делаем. Переход в крестец. И обязательно далее прокатываем. Если где-то хочется задержаться на каком-то месте, нужно подольше в одном месте прокатить. Да, и переходим вверх, потом к трапеции. И до шейного отдела. Хорошо. Давайте стопы сделаем. И потом лежа на спине. На спину. Пятки на голову. И центр тяжести переносим с каждым разом все больше и больше. Доходим до брюстной. И по брюстне катаем. Вставление от мизинца в сторону большого пальца. До конца прокатывайте, прямо до конца. Прямо аж до краешка. Давайте сразу меньше под диафрагму, да? Под крестец, даже не будет тогда пластик. Я думаю, хватит диафрагмы. Обе руки, два меньше кладем по диафрагме, обе руки на пол, ладони раскрываем наружу. Плечи опущены, руки прямые, локти мягкие. Вдох на 3, выдох на 6. Вдох, раз, 2, 3. И выдох, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Вдох, ребра. И выдох, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Задержка дыхания, ребра раскрыли. Держим. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох, ребра, оставляем ребра открыты, выдыхаем. Открыто. Снова вдох, ребра. И выдох закрывается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Задержка дыхания и ребра раскрываем. Держим грудная клетка открытая. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох, ребра оставляем открыто и выдыхаем. Снова вдох, ребра. И выдох закрывается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убираем мячики. Так, хотим поподробнее вам рассказать, что это вообще такое. Я уже сама, конечно, поняла и могу рассказать сама, но хочется услышать более подробно от профессионала, от специалиста про значение этих техник, концепцию и вообще зачем люди начинают этим заниматься. Во-первых, зачем люди начинают заниматься? Большие проблемы есть с центром тела у людей. Это и не только осанка, да, это и брюшная стенка, и тазовое дно.
Избыточное давление на брюшную стенку тазовое дно дает такие проблемы, как диастаз, опущение органов малого таза, недержание мочи. Это вот основная, да, такая проблема, которую нужно как бы решить. Поэтому тренировки называются гипопрессивные, то есть от слова гипо – снижение, прессив – давление. Да? То есть мы снижаем давление на брюшную стенку, на тазовое дно с этими тренировками. Это основное. И такие результаты, как улучшение осанки, улучшение дыхания, уменьшение талии, причем в безопасном режиме, то есть без давления как раз на центр тела. И вот все, что я сказал про тазовое дно, улучшение дисфункции недержания, опущение органов малого таза, сексуальной функции улучшения. И, конечно же, как много преимуществ, да, таких результатов. Улучшение спортивных результатов тоже сюда идет. И профилактика травм. Один выдох, по очереди. Завершили дыхание. И ребра раскрыли. Держим. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. Ребра, ребра, ребра. И возвращаем сначала в треугольник. Снова вдох. Локти внутрь, кисти в сторону параллель. И вот так. Еще один цикл вдох. И на выдохе в шейном сгибаемся, рост сгибания, лопатки раскрыты, дистанция ребра, таз, задержка дыхания и ребра раскрыли. 6, 5, 4 опоры. Обе руки в замочке, да, вертикаль проверим. Таз нейтральный. Есть. И обе руки дотягиваемся ладонями до стены. И вот здесь сохраняю эту же линию, и лопатки раскрыты, ногами отходим назад, чуть-чуть, много не надо, да, сохраняю линию, отлично. Снова вдох, ребра, 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 работаем стена-пол для роста. Сколько опора руки, столько опора стопы, стена-пол. Снова вдох, чуть подбородок опускаем, и выдох, рост, 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 рост. Задержали дыхание, и спокойно ребра раскрыли. Держим. 4, 3, 2, 1. Вдох, ребра, ребра, ребра. Опора хорошая, таз назад тянем. И рост, 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 рост. Снова вдох. За счет опоры больше рост. И на выдохе таз еще назад. Колени можно подсогнуть еще больше. Вот, задержка дыхания. И ребра раскрыли. Держим. 4, 3. Работаем стена-пол. 2, 1. Вдох, ребра. Ребра, ребра, вращение рук, сгибаемся в локтях. Ладони, опора. Снова вдох. Спина такая же прямая. На выдохе в шейном отделе сгибаемся. Локти работают. Задержка дыхания, стена пол работаем. И ребра раскрыли. Держим. 4, 3, 2, 1. Вдох. Ребра, ребра, ребра. Возвращаем шейный. И обе руки распрямляются. Выдох, вращение. И шагаем наверх. А вот расскажите, многие путают вакуум с вот этой системой тренировок. В чем отличие и в чем плюсы агрессивных систем HTC в сравнении с вакуумом и почему стоит это выбирать? Ну, во-первых, мы, конечно же, должны смотреть по цели. То есть, если вы понимаете, какую вы цель преследуете, выполняя вакуум в той или иной какой-то, да, степени, например, один человек скажет вакуум выполнять там с точки зрения втягивания живота, другой скажет с точки зрения раскрытия ребер, другой скажет и так нужно делать. Мы какие-то цели преследуем. Соответственно, у нас цели свои в гипопрессивных тренировках, то, что я уже сказал по результату, там осанка, дыхание, да, центр тела. Соответственно, и само исполнение этому вакуума должно различаться. И главное отличие в чем? Что вакуум не делается без натяжения тела, то есть мы очень хорошо тело растягиваем во всех направлениях. И второе, конечно же, это только раскрытие, только движение ребер. Без втягивания, без осознанного участия живота. Без осознанного участия не только живота, еще и тазового дна. То есть все действие происходит за счет натяжения всего тела и ребер. То есть, насколько я поняла, делая классический вакуум, чаще всего человек думает о том, как тянуть живот. Это способствует постоянному контролю поперечной мышцы живота, она постоянно в тонусе, но в подконтрольном тонусе. Как только мы ее перестаем напрягать, соответственно, живот вываливается обратно. А гипопрессивные тренировки нацелены на то, чтобы акцент сместить на дыхание и на вытяжение, а живот будет сам по себе растягиваться.
Правильно, только мы еще забыли про тазовое дно и диафрагму. У нас же центр тела – это не только брюшная стенка. То есть мы работаем со всем центром одновременно, равномерно и не используя осознанные сокращения. То есть мы не втягиваем живот. Он расслаблен, сам подтягивается, сам уходит. И тазовое дно само работает. Мы с ним ничего не делаем, о нем не думаем. Оно само подтягивается. В этом суть. То есть это синергетичная работа этих мышц, этих структур, так скажем, анатомических. Да? Для чего? Для того, чтобы они приобрели вот эту вот синергию, вот эту вот скоординированную работу. То, что в нашей обычной жизни при поднятии тяжестей, при кашле, при смехе происходят какие-то дисфункции центра тела. Это может быть грыжи, это может быть, да, там, с малым тазом проблема, да? Поэтому здесь наша задача эти мышцы научить скоординированно работать. И приобрести тонус. Но тонус какой? Не гипертонус и не гипотонус, а ближе к нормотонусу. Конечно же, померить его как бы нельзя, нормотонус, но это не гипер и не гипо. Да? То есть получается, что тонус равномерный на всех структурах нам дает вот это вот давление, нормальное распределение внутри на все структуры равномерно. То есть многие, у кого вываливается живот по причине, например, диастаза и после беременности или из-за неправильной осанки, хотят его закачать упражнениями на пресс, а все намного труднее. Большинство людей даже не думает о том, что связь может быть с гипотонусом тазового дна. Некоторые, к сожалению, о нем даже не знают. Что такое? Может гипертонус, гипотонус, очень много очень различных вариантов. Что может быть? Все гораздо глубже. Если вам не помогает все то, что вы делали до сих пор, советую погрузиться в процесс более детально. Стены уже. Ага. Снова вдох ребра, таз нейтральный, сгибаемся в тазу, наклон вперед. Сначала выдох, рост, 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 рост. Снова вдох. Обратно уходим. И обе руки на затылок. Центр тяжести впереди, задержка дыхания. И ребра раскрыли. Держим 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох, ребра, ребра, ребра. Ушли обе руки из-за головы, опускаем вниз до середины, сгибаем в локтях. Рост, рост, рост. Снова вдох. На выдохе правой ногой шаг вперед. Левая пятка на полу. Еще. Чуть-чуть еще можно. Снова дышим, вдох, ребра. И выдох, и рост, 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 рост. Продолжаем вдох, ребра. На выдохе правую руку вниз и левая наверх. Задержка дыхания. И ребра раскрыли, локтями работаем, лопатки раскрыты, плечи опущены. 4, 3, 2, 1. Вдох, ребра, ребра, ребра. На выдохе поворот направо, корпус вместе с головой. И голова направо довернулась. Задержали дыхание. Ребра раскрыли. Распрямляем обе руки. Ага, распрямляем, да, вращение, ладонь, локоть, сгибание кисти, пальцы, плечи опущены, вдох, ребра, 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 возвращаем ладонь, локоть, разгибание, кисть и пальцы, и в локтях обратно ушли, согнулись, отлично, снова вдох, пора стопы, и возвращаем голова до корпуса, корпус вместе с головой в одной линии, снова дышим ребра. Чуть-чуть пятка ушла внутрь, аккуратно. И правая нога назад шагает. Выдох. Рост, рост, рост. Ничего. Распрямляем вдох. И за один выдох согнулись шейной, грудной и обе руки на бедрах. Задержка дыхания, центр тяжести вперед. И ребра раскрыли. Работают руки, большие пальцы рядом с другими. Плечи опущены. 6, 5, 4. Ага, вдох. Ничего. Еще разок в ребра. Разгибаемся, грудной, корпус под углом к ногам. Не спешим, только грудной пока шейный. Сейчас добавим, снова вдох. Ладно, оставили. И спокойно выдыхаем. Снова затылком руку ищем. Затылком еще руку, затылком. Вот, туда рост еще затылком. Вот, задержка. И ребра раскрыли, подъем рук наверх на задержке. Хорошо, вдох. А я чувствую, если вы не сделали задержку, я потом продолжу. Ага. Задержка дыхания, центр тяжести впереди, ребра раскрыли и подъем рук наверх. Не спешите всегда ребра раскрывать, я скажу когда. Вдох, ребра, 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 опускаем обе руки вниз. Хорошо, тогда такой еще вопрос. У вас в подопечных большинство людей, большая часть людей это спортсмены или люди, которые просто пришли там, по причине каких-то
дисфункции именно. Больше центра тела дисфункции, да, где-то 2/3, наверное, остальная там, ну, ближе, может быть, к трети, да, это... Спортсмены какие у вас есть? Спортивная гимнастика очень хорошо помогает, потому что там большая нагрузка на центр тела идет. Извечные напряжения центра тела, извечные прыжки. Еще непроизвольное мочеиспускание, да? Ну, я в основном работаю больше пока что с мужской половиной, да, по спортивной гимнастике, именно гипопрессивные тренировки. А у женщин, конечно, эта проблема более актуальна, потому что тазовое дно совершенно для другого предназначено. И нагрузки, давая большие нагрузки, да, мы получаем более негативный эффект, конечно, для тазового дна. Понятно. Ну вот в плане бодибилдинга, я так полагаю, я и еще там пару человек, наверное, да. Подопечных есть. Да. На себе почувствовала эффект. Приехала первый раз из Америки, начала готовиться к Олимпии, решила, что мне нужно сделать все по максимуму, чтобы в лучшем свете выйти. И давно я уже следила, как, собственно, я пришла к этим тренировкам, как я нашла. Давно уже следила за проспортсменкой, Джессика Бруно ее зовут. Видела в Инстаграме рилсы, фотки, видео чего-то непонятного, но очень интересного. И визуально ее талия на сцене всегда смотрелась очень узкой. Хотя я понимала, что строение анатомическое, вот именно костного скелета, оно не прям вот осиное, там, с какими-то вырезанными, подпиленными ребрами. Но как бы видно было, что за счет того, что человек занимается вот этим вот, тогда я еще не знала, что это такое, дается какой-то эффект. Соответственно, приехала из Америки и решила найти, сначала поинтересоваться, есть ли вообще эти техники у нас в России, потому что как-то особо про них не трубят направо-налево. Вот нашла секретная сайт, техника. Да, нашла сайт с гипопрессивными тренировками, там вкратце ознакомилась, но я такой человек, типа, ничего не понятно, пока на себе не попробую. Да. Все равно ничего не ясно будет. Вот, нашла вас как топового тренера России, там даже на карте зелененьким каким-то и красненьким распределены тренеры. Да. Надо брать красного. Да. Топ of the top. За 2 месяца тренировок увидела эффект, причем не сказать, что у меня как-то изменился процент жира на этих турнирах или объем мышц, но визуально талия реально стала уже. И у меня не было проблем с вывалившимся животом, но, как говорится, нет предела совершенству, поэтому хотелось и так узкую талию делать еще уже, потому что у нас это ценится. А для тех девушек, которые хотят выступать по бодибилдингу, в бикини там, или в других номинациях, и у которых есть проблемы вот с недержанием вот этой вот передней брюшной стенки и вывалившимся низом живота, или вообще мамон надувается во время позинга, тем, наверное, наиболее актуально будет. Да? Это не просто филигранная вот эта вот уже корректировка, а прям конкретная работа с конкретной проблемой. Мы можем на самом деле, извините, что перебил, можем не увидеть именно вываливающегося живота, может давление уже уходить больше в тазовое дно, может быть проблем там больше. Поэтому, в принципе, всем актуально. Актуально всем, да, но как бы вот сейчас просто ушла в ветвь именно спортсменов, которые по бодибилдингу выступают. Почему им это нужно? Плюс, ладно, живот. Я тут поняла еще с течением времени, что для тех, кто не может раскрыть спину, для нас это тоже важно, особенно в таких более мышечных категориях, как, например, фигура, да, где они прям спину показывают с прямыми волосами, там ширина спины и вот эти раскрытые лопатки, они очень важны. И у кого недоработан вот этот момент, я так полагаю, что по какой-то причине агрессивные тренировки тоже помогают. Расслабление диафрагмы, увеличение силы мышц переднезубчатой мышцы. Это основное. Сгибаем в локтях обе руки, опускаем вниз, выдох. Если улыбнуться можете, значит нет напряжения. То, что нужно. Продолжаем. Снова вдох. Нормально. И на выдохе в шейном сгибаемся. Продолжаем, дышим. И продолжаем в грудном. Задержка. Ребра раскрыли. Держим. 6, 5, 4, 3, 2,
Один вдох, вот так по дуге согнут, так вырастаем. И опускаемся ниже, проходим колени, голень, стопы, ладони на полу рядом со стопами. Сначала шейный, согнутый, снова вдох. Уже локти работают в стороны. И отходим руками вперед, освобождаем место. Задержка дыхания, шейный согнутый, ребра раскрыли, локти работают. И опускаем колени к полу. Локти, 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 локти. Снова вдох. Вот такие же должны быть локти, как здесь сейчас. И выдох, раз. Плечи опущены. Ага. Снова вдох. Дистанция. Ребра, таз. И спокойный выдох. Задержка дыхания. Ребра раскрываем. И на колени встаем. Распрямляемся. Локти. Снова вдох. Ребра. 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 И выдох. И рост. Рост. Давайте на кирпичи, как обычно. С вами сделаем. Обе руки в замочке наверх, подкорректируем себя. Таз нейтральный чувствуем. Снова дышим, вдох. Обе руки опускаем вниз до середины и палочку в руки берем. Пальцы друг на друга смотрят, вот, чтобы локти больше поработали. Продолжаем вдох. Эти пальцы тоже попробуем полностью. Вот. И выдох. Продолжаем вдох, ребра, локти работают. И поворот направо, корпус вместе с головой, локти, 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 голова довернулась, задержка, ребра раскрыли и подъем рук наверх. Чуть-чуть таз развернулся. Вдох, ребра, 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 возвращаем голова до корпуса, корпус вместе с головой в одной линии. Продолжаем ребра. И опускаем вниз, выдох. Тут посложнее с поворотом, потому что меньше чувства опоры. Еще один вдох, ребра. И поворот налево. Таз удерживаем. Задержка. Ребра раскрыли. Лопатку дорабатываем еще. Вот, подъем рук наверх. Плечи. Вдох, ребра, ребра, ребра. Возвращаем голова до корпуса и корпус вместе с головой в одной линии. Ничего страшного, снова вдох. Обе руки распрямляем и кисти, разгибание, сразу выдох. Поскольку я увидела результат и посчитала, что большинству спортсменов и сфера деятельности, ну, как, в принципе, большинству людей, но прицельно девушкам бикини это будет необходимо. И я, поскольку преподаю позирование, могу, в принципе, в систему своих тренировок позинга, внедрить еще и вот эту вот HTC-систему, чтобы, ну, как бы, еще лучше преподнести им, позирование, улучшить их результат. Соответственно, увидела у вас, что вы даете обучение для людей, которые максимально хотят углубиться в процесс и преподавать. Да, и преподавать, да. Прошла первый уровень уже, и пока что веду практику на своих подписчиках, подопытных кроликах. Ну ладно, это все безопасно, наоборот, только с пользой. Пока что как бы набираюсь опыта, работаю с разными людьми, в том числе и с мужчинами, у меня уже 2 человека было. Отлично. Интересная, конечно, тема, потому что физиология очень сильно отличается от женской, как минимум изначально у них более брюшной тип дыхания, и им понимать, что делать с ребрами, вообще иногда тяжеловато. Плюс вот эта вот зажатость, скованность, особенно в плечевом поясе, в руках. Вот, планирую пройти все 3 уровня, стать полноценным специалистом. Ну и расскажите вообще, кому это нужно и кто может записаться на обучение? Ну, в принципе, на обучение может любой записаться человек, даже может прийти не специалист, пройти обучение как для себя, так и начать с тренировки. Вот, конечно же, если человек придет уже с опытом, то это будет более понятнее, более эффективнее, так скажем, в применении. Но совершенно любой может записаться. У нас обучение построено из 3 уровней по 2 дня. И, соответственно, сертификация – это экзаменационная часть. Вот. Да, ну не такая страшная, просто нужно хорошо попробовать попрактиковаться, на себе попробовать все уровни, все упражнения и попробовать дать людям. И все. И, собственно, теория тоже есть. И любой человек может записаться, любой человек может стать специалистом. У нас обучение аккредитовано от нашей ассоциации гипопассивных тренировок.
А вообще ассоциация, да, международная. Международная, да, зарегистрирована в Италии, да, International Hypopressive Council. И вот вопрос, например, если люди из других стран хотят пройти обучение, это же возможно дистанционно в том числе. Да, онлайн тоже можно. Если они хотят преподавать в других странах, потому что, в принципе, ну даже вот у меня аудитория очень разбросана по миру, и мне кажется, многие там, зарубежные девчонки заинтересуются. Если им преподавать за границей, у них будет какой-то международный сервис? Да, ну у нас больше 13 стран, кто в ассоциации. И, конечно же, если, например, там, мы говорим Италия, там, Канада, да, там, Франция, то человек может просто, пройдя обучение, например, у нас, он может тот же самый сертификат получить от той страны, где он, собственно, будет преподавать. Это можно пройти обучение, например, если он хочет на итальянском пройти, значит, соответственно, у нас есть обучение в Италии на итальянском языке, там, в Канаде, пожалуйста, как он хочет. Может пройти на русском, получается, у него все равно сертификация будет от ассоциации. И он сможет, в принципе, преподавать в любой стране. Понятно, да, интересно. Так что это не российский между собойчик, это серьезная организация. Снова вдох ребра. И спокойный выдох. Кирпичик на крестце, чтобы не уронить, больше стабильности таза. Чуть шире ладони, локти мягкие. Вдох. И правая нога назад, пятка в противоположное направление от макушки. Затылком руку ищем. Задержка. Ребра раскрыли, подъем правой ноги. Опускаем, лопатки дорабатываем. Вдох. Возвращаем правую, выдох. Рост, рост, рост. Снова вдох. И левая назад, пятка, макушка, рост, задержка. Ребра раскрыли, подъем левой ноги. Опускаем, стопа всегда на себя. Вдох. И возвращаем левую, выдох. На место ладони локти ставим, предплечья параллельны. Держим. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. Ребра, ребра, ребра. Пробуем еще локтями в стороны, разъезжаемся, чтобы голова коснулась либо рук, либо пола. Снова вдох. Вот ваша работа локтями. И выдох. Рост, рост, рост. Рост, задержка дыхания, вот туда рост. И ребра раскрыли. Держим. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. Ребра, ребра, ребра. И выдох. На следующий выдох сделаем одну руку в диагональ и вторую. Я поддержу, помогу. Снова вдох, ребра. И на выдохе левая рука в диагональ, потом правая. Все на один выдох. Ага. Задержка. И ребра раскрыли. Подъем кистей. Опускаем. Вдох. И возвращаем по одной руке. Выдох. Рост. 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 Отлично. Ноги скрещиваем, колени шире ставим. Продолжаем, дышим. И на выдохе тянем таз назад, 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 назад. Задержка. И ребра раскрыли. 6. Опора руки. 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. Ребра, ребра, ребра. Оставляйте корпус здесь же. Только руки ставим под плечи. Правую ладонь, левую. И уже локти работают. Еще чуть-чуть. Еще. Сюда. Ага. Снова вдох. Ребра. Спина такая же. Только в шейном сгибаемся. Здесь движения нет. Только шейная задержка. И ребра раскрыли. Опора ладони. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдох. Ребра, ребра, ребра. И на выдохе тянем таз назад, приподнимая за пятки. Садимся на пол. Постарайтесь ладони там же оставить. И распрямляемся. Обе руки наверху. Выдох. Плечи опущены. Задержка дыхания. И ребра раскрыли. Чуть корпус назад. Вертикаль. Вертикаль еще. Вдох. Ребра, ребра, ребра. И выдох. Кубик прижимаем. Вот. Прям идеально попали. Вот вертикаль. Нормально? Комфортно? Снова вдох. Оставляем кубик там же. Стопы на себя, пальцы ног на себя. Выдох. Задержка. И ребра раскрыли. 6. Держим. 5. Рост. 4. Легкость. 3, 2, 1. Вдох. Ребра, ребра, ребра. Обе руки опускаем вниз, распрямляем и касаемся с внешней стороны ног. Снова вдох. И локти мягкие. Выдох. Рост, рост, рост. Еще один цикл ребра.
Спокойно выдыхаем, взгляд вперед. Задержка. И ребра раскрыли. Держим. 4, 3, 2, 1. Вдох, ребра. 2, 3. И выдох. Обе руки подключаем. Давим на ноги, а обе ноги на руки для роста. Еще один цикл ребра. Задержка. Хорошо. И спокойный выдох. И ребра раскрыли. Кисти разгибание. 4, 3, 2, 1. Вдох, ребра, ребра, ребра. Обе ноги еще включим. Правая нога, внешний свод, тащит коврик вправо, левая влево. Снова вдох. И выдох, и рост, 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 рост. Задержали дыхание. Ребра раскрыли, вращение, ладонь, локоть, сгибание кисти, пальцы, локти мягкие. Вдох, ребра, ребра, ребра в шейном распрямляемся, выдох и вращение добавили обратно. Заминка, массаж диафрагмы, лежа на спине, ноги согнуты в коленях. На выдохе. За один выдох 2 движения можно сделать. Ну и такой вопрос. Вот если девушка хочет получить результат, там, понятное дело, что у всех разный исходник, и все с разными проблемами приходят. Ну вот сузим как бы круг и будем обсуждать выступающих, да, спортсменов. Или просто тех фитнес-девушек, которые хотят еще сильнее там, уменьшить себе талию, раскрыть спину, добиться красивой осанки. Как часто им нужно заниматься? Ну, во-первых, смотрите, на самом деле, если результат нужен, конечно же, побыстрее, ну, например, да, вот ко мне приходит, например, человек и говорит, мне нужно вот соревнование там будет, как там у вас было, да, допустим, да, там еще у меня, да, то есть занимается, нужно быстро, тогда, конечно же, там, ну, вот 3 раза в неделю, 2-3 раза в неделю, это вот минимум. Это с точки зрения результата. То есть в целом человек видит результат в течение 2 месяцев. Это в среднем. Кто-то быстрее, кто-то позже. Это не только касается уменьшения талии. Это все, в принципе, центра тела. И тазовое дно, там, и осанка. Да. В целом вот 2 месяца регулярных тренировок. Вот. Поэтому можем как бы... Мы можем начать по-разному. Мы можем начать индивидуальные тренировки, групповые тренировки. Они все могут тоже приносить какой-то как бы больший результат, меньший результат. Мы можем давать домашние задания людям, которые тоже могут выполнять. И они быстрее будут прогрессировать. И на тренировках будет быстрее прогресс, соответственно, быстрее результат. Чуть-чуть каждый день? Да. Ну вот 2-3 раза в неделю для начинающих это вот, чтобы понять технику, потому что если мы позанимаемся 1 раз в неделю без домашнего задания, например, ну, конечно же, мы будем долго идти к нему, потому что мы через неделю может забыться все, что было, да, там, на тренировке. 2-3 раза в неделю регулярность, да, но дает хороший эффект. Ну, на самом деле, к этим тренировкам нужно относиться как к обычным тренировкам. То есть, если вы никогда не ходили в зал и там купили абонемент, пришли позаниматься тренером, усердно покачали попу, но у вас на следующий день не вырастет. И все это прекрасно понимают, и нужна не неделя, не 2. Понятное дело, что мышцы будут приходить в тонус. Вы с каждым днем и с каждым месяцем будете видеть какой-то результат, но, грубо говоря, там на 10 сантиметров вырастите ягодицы просто 1 раз прийти в зал. Ну да. Ну, это же нереально. И здесь то же самое. То есть не ждите результата там, хотя он какой-то будет какой-то эффект. И вот даже я на практике девчонок принимаю, там они мне пишут фидбэки, говорят там, допустим, мне целый день хотелось сходить с расправленной спиной. Или у меня так болели трапеции средние, я так полагаю, что из-за растяжения спазмированной мышцы, которую мы постоянно здесь прорабатываем, что как никогда не болели. То есть что-то вы будете чувствовать, но чем дольше и чем активнее, чем усерднее вы этим занимаетесь, тем явнее будет эффект. И должно пройти какое-то время, там месяц, 2, полгода, и тогда вы сделаете коллаж и поймете, типа эта система работает. После одной тренировки это немедленный эффект, а чтобы закрепить, конечно, нужно повторять. То есть что-то вы будете чувствовать, как, например, после первой тренировки в зале. Вы будете чувствовать жуткую крепатуру. Но это еще не значит, что у вас там, допустим, мышцы вырастут настолько, насколько вам хотелось бы. Да. Поэтому труд и терпение, и добьетесь результата. Что
Что-то еще хотите рассказать? Хочу пожелать всем, чтобы все попробовали. Видеть – это одно, посмотреть с картинки, посмотреть на видео – это одно, а попробовать – это совершенно другое. Вот я хочу, чтобы все люди хотя бы хоть раз попробовали на себе, что это такое. Конечно же, из рук специалистов, профессионалов, чтобы почувствовать результат, эффект. Как я говорю, approved. Попробовала, доказала, что работает, и Да. пытаюсь донести это вам. Спасибо большое Пожалуйста. за диалог, за тренировку. До новых встреч. До новых встреч, да. Встретимся на следующей неделе уже. Да, и я сейчас начинаю подготовку к Арнольду. Если вот до сих пор занималась один раз в неделю, там, выполняя домашнее задание, то сейчас возобновляем. Я думаю, после Нового года, после оливьешек и сельди под шубой, будем заниматься по 2 раза, чтобы Плюс домашнее акселерировать, задание. да, успехи наши. Все, спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Рад результатам. Ну и теперь погнали, попробуем провести тренировку сами. Настя, сегодня ты будешь моим подопытным кроликом. Прошу, укладывайтесь на ковер, на коврик. Собственно, чем мы будем заниматься? Гипопрессивные тренировки – это сочетание определенного типа дыхания с постоянным стретчингом, с вытяжением, с растяжкой. Но растяжка не такая, как там в художественной гимнастике, в спортивной гимнастике. То есть на шпагаты и в мостике тянуться не нужно. Это постоянное вытяжение в плане удлинения, добавления себе роста. Вот что-то такое очень приятное, комфортное, спокойное, но с постоянной работой. Соответственно, чтобы вот эти вот два параметра объединить, мы сначала разберемся с одним дыханием, потом добавим стретчинг, потом уже будем выполнять упражнения, делая и то, и другое. Что касается дыхания, сначала кладем себе руку на живот и показываем мне, как во время вдоха и выдоха ты можешь живот поднимать и опускать, то есть брюшной тип дыхания. Во время вдоха живот подняла, животом как вдохнула, да. Во время выдоха опустила. Во время вдоха подняла, во время выдоха опустила. И так мы больше не делаем. То есть это показатель того, как делать не нужно, потому что брюшной тип дыхания у нас будет отключаться полностью. Теперь кладем руки на ребра таким образом. Да. И показываем, как во время вдоха ты можешь ребра раскрыть, а во время выдоха закрыть. И еще разочек. Раскрыть, закрыть. И еще разочек. Раскрыть и закрыть. Да. То есть вот этот вот грудной реберный тип дыхания нам нужен будет в дальнейшем. А теперь делаем то же самое, только вдох носом, выдох ртом. Причем выдох не форсированный, такой типа не трубочкой губы складываем. Обычный выдох спокойный, как в спокойной обычной жизни, то есть не на тренировке там чрезмерно много выдыхаешь воздуха. Гипервентиляцию вырубать не надо. Поехали, вдох носом. И выдох, нижняя челюсть расслаблена. Ага. Еще раз вдох носом. И выдох ртом. И последний раз вдох носом. И выдох ртом. Хорошо. Теперь дышать будем на счеты. Вдох у нас будет на 2, выдох на 4. То есть в 2 раза длиннее. Затем перейдем на вдох на 3, выдох на 6. И вдох на 4, выдох на 8. Постепенно. Поехали. За счет рук, которые у тебя сейчас на ребрах лежат, ты контролируешь, чувствуешь тактильно, что расходится и сходится грудная клетка. Да? Не живот дышит, а именно ребра. Вдыхаем носом, раскрываем ребра. Выдыхаем с раскрытой грудной клеткой. То есть ты почувствовала, как ребра раскрыла, зафиксировала их здесь, заморозила, и выдыхаешь чем-то, но у тебя рефлекторно, скорее всего, опустится вниз живот. Потом снова вдох и снова ребра раскрываем. То есть таким образом мы изначально растянули диафрагму, и потом на дополнительном вдохе растянули ее еще больше. Если что, рукой помогу. Поехали. Вдох на 4. И 1, 2, 3, 4. Сначала закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох на 4. 1, 2, 3, 4. Выдыхаем с открытой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова вдох. 1, 2, 3, 4. И выдох. Закрываются ребра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще разок. Вдох. 1, 2, 3, 4. Выдыхаем с раскрытой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз вдох. 1,
2, 3, 4, выдох ртом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, закрываем. Хорошо. Теперь такое задание, чтобы эластичность грудной клетки увеличить и добавить немножко мобильности, да, ребрам. Во время вдоха мы будем на ребра руками поддавливать, то есть давать некое сопротивление. Во время выдоха отпускаем, спокойно ребра закрываем. Опять во время вдоха поддавливаем, во время выдоха отпускаем, закрываем. Сделаем 4 раза, и с 1 по 4 ты должна силу вот этого сопротивления увеличивать. То есть первый раз, ну так, средненько, и к 4 разу самый сильный вариант. Сильнее всего давим на ребра максимум. Ну, понятное дело, что ребра ты себе не сломаешь, не переживай. И вдох на 4 давим. 1, 2 на ребра руками. Выдыхаем, закрываем. 1, 2, не давим руками. 5, 6, 7, 8. Вдох на 4. 1, 2. Давим руками, не давим. Выдыхаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз сильнее. 1, 2, 3, 4. И выдыхаем. 1, 2. Расслабляем. 5, 6, 7, 8. И максимум. 1, 2, 3, 4. И выдыхаем. 1, 2, 3, 4. Не давим руками, закрываем ребра. Хорошо. Теперь будем делать задержку дыхания. Что делаем? На вдохе ребра раскрываем, на выдохе закрываем. Там сначала один спокойный цикл сделаем, да, потом закрыли ребра в какой-то момент. Я скажу задержка дыхания. Ты просто задерживаешь дыхание, ничего не делая дополнительно. Держим 3 счета примерно, и потом на вдохе тут очень важно именно ребрами вдохнуть, потому что многие после задержки начинают вдыхать животом. Да? На вдохе снова на 4 счета раскрываются ребра, потом они снова закрываются. Все, озвучим. Поехали. Вдох на 4. И ребра раскрываем. 3, 4. Выдыхаем спокойно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще один цикл. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И выдыхаем. Закрываем. 1, 2, 3, 4. Сейчас будет задержка дыхания. Задержала. 3, 2, 1. И ребра пошли. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А теперь будем делать задержку дыхания с раскрытием ребер. Если до этого делала вакуум, то в принципе это будет нечто похожее. То есть ты такая: о, это же вакуум. А я скажу тебе: нет, это не вакуум. Точнее вакуум, но немножко с другой стороны рассмотрен. Когда мы делаем вакуум, мы думаем, как бы втянуть живот. Ну, чаще всего. Здесь ты про живот, в принципе, думать не должна. То есть то, что с ним будет происходить рефлекторно. Здесь я тебе буду говорить ключевые фразы. Задержка дыхания, раскрываем ребра. То есть ты просто без вдоха должна будешь раскрыть грудную клетку. Это также подсасывает живот и очень похоже на вакуумное движение. Просто мы его сразу рассматриваем с другой стороны, ибо в дальнейшем этот паттерн должен будет перейти в твою обычную жизнь. И ты про живот, про втянутый живот, чтобы он был плоским, красивым, и талия смотрелась узкой, не будешь думать вообще. Ты просто будешь правильно дышать, и живот будет сам по себе рефлекторно втягиваться. Соответственно, думаем только про ребра. Вот про это не думаем. Поехали. Вдох на 4. И 1, 2, 3, 4. И выдыхаем, закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох на 4. 1, 2, 3, 4. Выдыхаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Задержка дыхания. Задержала. Ребра раскрыла. Держим хорошо. 3, 2, 1. И снова вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И выдыхаем. Закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да? И здесь тоже иногда на вдох хочется животом вдохнуть, потому что ребра уже раскрыты, уже диафрагма натянута, и если она находится в гипертонусе, дотянуть ее еще сильнее тяжело. Но мы как раз над этим работаем, над ее эластичностью, над тем, чтобы у нее мобильность была больше. Поэтому обязательно вдыхаем именно ребра. Теперь разбираемся с растяжкой, да, со стрейчингом. Вообще люди сначала не понимают, о чем речь идет, и хотят сесть на шпагат. Ставим стопы на пол, сгибаем колени, руки в замочке наверху, вот туда вот наверх.
И сейчас ты мне должна будешь показать два своих состояния. Первое состояние – ты полностью расслаблена, ты ничего не делаешь, ну типа отдыхаешь. И второе состояние – на 10 моих счетов ты должна будешь непрерывно тянуться от макушки наверх и от таза вниз, либо от таза до макушки. То есть, грубо говоря, ты должна будешь вытягивать себе позвоночник. В данном случае руки, которые ты увела в замочек наверху, помогают тебе создать вот этот вектор. То есть ты прочувствуешь, как вырастаешь наверх относительно своего корпуса. Соответственно, расслабилась, да, и я начинаю считать. И 10, 9, вытягиваемся, 6, 5, 4, 3, 2, 1, расслабилась. Угу. И старайся, сейчас еще раз делаем, плечевой пояс сильно не задирать. То есть одно дело потянуться плечи к ушам, да, дотянуть, другое дело просто потянуться наверх, макушкой в потолок, а плечевой пояс опущен. Ну, они немножко, конечно, будут двигаться, но вот прям вот так делать не надо. Поехали. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, сошла. Хорошо, теперь руки убираем на ребра. Они уже тебе не помогают создать этот вектор. Но попробуем словить то же самое ощущение. Пока с произвольным дыханием, соответственно, полностью расслабленное состояние и состояние вот этого вытяжения. То есть вот здесь ты растягиваешься, вот здесь ты растягиваешься, вот туда ты растягиваешься. За счет опоры в стопах, за счет того, что ты тазом и грудной клеткой лежишь на полу, ты чувствуешь вот эту вот опору, от которой должна вытягиваться. Расслабленное состояние. И сильно не прогибайся в пояснице, да? То есть у нас немножко другое движение идет. И поехали. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Расслабилась. Хорошо. А сейчас начинаем вытягиваться и дышать. Дышать под счет. То есть на 4 вдох, на 8 выдох. В какой-то момент будет задержка, но во всех этих, в процессе всех этих дыхательных циклов мы вытягиваемся наверх. Поехали. Вдох на 4. И раз, два, три, 4. И выдох. Раз, два. Ребра закрываются. 5, 6, 7, 8. Еще раз вдох. Раз, два, три, 4. И выдох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. И вдох. Раз, два, три, 4. И выдыхаем. Раз, два, три, 4, 5, 6. Задержка дыхания. Задержала. Ребра раскрыла. Держим. 3, 2, 1. И снова ребра. Раз, два, три, 4. И закрываем. Раз, два, три, 4. И тянемся постоянно макушкой наверх. Хорошо. Усложняем. Помимо... Всегда вообще. Задержка, вдох, выдох. В любой ситуации всегда тянемся. Теперь усложняем по двум фронтам. Руки раскрываем, кладем на пол, пока ладонями наверх. Локти всегда будут мягкие, сильно выпрямлять, да, блокировать сустав не надо. Что здесь происходит? Во-первых, мы убрали руки с ребер. То есть у нас уже нету вот этой вот тактильной корректировки. Ты должна будешь ребрами двигать и, по сути, не будешь это чувствовать. Поэтому будет чуть тяжелее мозгом контролировать грудное дыхание. И второй момент, помимо того, что мы от макушки тянемся наверх и от таза вниз, ну, растягиваем позвоночник, вот в этой плоскости, мы еще будем тянуться вот в этой плоскости. То есть от плеча, по сути, да, ну, конкретно от лопатки даже, можно сказать, плеча, до пальчиков рук. То есть тебя растягивает наверх, тебя растягивает в стороны. По сути, здесь ты можешь почувствовать, что у тебя отходит лопатка от позвоночника. То есть ты раскрываешь спину. Но большинству скукоженных, сутуленных мадам и молодых людей непонятно, что такое развести лопатки. Ну, многие сталкиваются с проблемой в этом плане. Поэтому легче ориентироваться именно на вытяжение за счет вот этого движения в сторону пальчиками рук. То есть ты не на лопатку свой акцент внимания перебрасываешь, а на то, чтобы тянуться руками в стороны. И одновременно, скорее всего, если все нормально работает, отодвинется лопатка от позвоночника. Поэтому
Сейчас произвольным дыханием показываем мне состояние полностью расслабленное и натянутое вот туда и вот туда. Пальчики помогают тебе тянуться в сторону. Поэтому расслабилась и поехали на 10 счетов. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, высоко не задирай. 3, 2, 1, сошла. То есть у нас руки тянутся в стороны и немножко как бы вниз. То есть если ты сильно вот сюда задерешь, то это уже будет наше положение руки наверху, а не руки в сторонах. И теперь, соответственно, пробуем перенести похожие движения, но уже в положение стол. Да? До этого были лежа, немножко полегче, тут усложняем ситуацию. Ноги на ширине тазовых костей. Стопы параллельно, колени чуть мягкие, то есть блокировать до конца не надо. И сейчас сначала найдем нейтральное положение таза. Что мы для этого делаем? Одну руку кладем спереди, другую сзади и максимально сначала подкручиваем вперед, потом назад. Делаешь несколько вот этих вот движений и ищешь положение, в котором у тебя натяжение спереди будет равносильно натяжению сзади. То есть ни пресс сильно не будет сокращаться, ни поясница сильно не будет напрягаться. То есть такой вот комфортное положение. Ну, примерно, да, вот это вот твое состояние. Теперь руки в замочек уводим наверх и пробуем словить вот это вот вертикальное вытяжение. Да, на 10 счетов пока что просто показываем. Ничего не делаем и теперь тянемся. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Ну и, соответственно, будем тянуться теперь беспрерывно, да, во время дыхания, во время выполнения всяких движений. Поехали с дыханием. И вдох ребра. 1, 2, 3, 4. Выдыхаем ртом. 1, 2, 3, 4. Тянемся постоянно. 7, 8. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И на выдохе руки уводим за шею в замочек. Закрываем ребра. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И на выдохе руками проскальзываем чуть вдоль шеи, растягивая шейный отдел. Не задирая, не опуская подбородок. Просто растягиваясь. Закрыла. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. Выдыхаем и чуть-чуть снова растягиваемся. 5, 6, 7, 8. Еще раз вдох. 1, 2, 3, 4. И из-за головы руки уводим вперед. Тянемся вперед. Лопатки стараемся раскрыть. За счет чего? За счет того, что ты пальчиками рук тянешься вперед. Да, лопатки отводим от позвоночника. Прекрасно, вот с этой еще доработать нужно. Вот туда. Ага, вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И отсюда ручки разводим в стороны. Да, у нас такая большая африканская бабушка между руками. Ее обнимаем, открываем лопатки, локти мягкие, ладошки тянутся в стороны, чуть-чуть вперед. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И выдыхаем, закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И выдох. 1, 2, 3, 4. Подбородок чуть поднять. 5, 6, 7, 8. Еще раз вдох. 1, 2, 3, 4. И выдох. Закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Задержка дыхания. Задержала. Ребра раскрыла. Держим. 3, 2, 1. Молодец. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И выдыхаем. Закрываем. И ручки опускаем теперь вниз. Тянемся вниз и в стороны. Сильно низко не опускай. Вот сюда, чтобы лопатки оставались открытыми. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И выдох. 1, 2, 3, 4. Подбородок чуть поднять. 5, 6, 7, 8. Вытягиваемся. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И выдох. 1, 2, 3, 4. Закрываем ребра. Руки не сводим. Задержка дыхания. Ребра раскрыла. Держим. 3, 2, 1. Снова вдох ребра. И на выдохе руки поднимаем до середины. Тянемся в стороны и вперед чуть-чуть. И вдох ребра. 1, 2, 3, 4. Выдох ртом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох носом. 1, 2, 3, 4. И на выдохе ручки задираем чуть-чуть наверх. Плечевой пояс опущен. Лопатки отведены от позвоночника. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И выдох. Закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз вдох. 1, 2, 3, 4. Носом. И выдох ртом. 1, 2, 3,
4. Сейчас будет задержка дыхания. Задержала, раскрыла, не спешим, держим. 3, 2, 1, вдох ребра. И на выдохе ручки до середины опускаем и сгибаем в локтях. Тянемся теперь локтями в стороны, а кистями вперед. Да? Вот сюда. Натяжение вот здесь такое же, как вот здесь. Можно чуть-чуть пониже опустить. Поехали. Вдох ребра. И 1, 2, 3, 4. И выдох. 1, 2. Что такое серьезное? 5, 6, 7, 8. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. Закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Задержка дыхания. Задержала. Ребра раскрыла. Держим и тянемся в потолок. 3, 2, 1. Вдох ребра. И на выдохе ручки также согнутые в локтях. Опускаем вниз. Тянемся локтями в стороны, а ладошками вниз и вперед. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. Выдох ртом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох носом. 1, 2, 3, 4. И выдох. 1, 2, 3, 4. Пониже. 5, 6, 7, 8. Задержка. Ребра раскрыла. Держим. 3, 2, 1. Вдох ребра. 1, 2, 3, 4. И подинамичнее сделаем. На выдохе ручки задираем наверх. Но не сильно. Чуть вперед. Локти в стороны. Ладошки вперед и наверх. Вдох ребра. И 1, 2, 3, 4. И выдох ребра. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Задержка дыхания. Задержала. Ребра раскрыла. Держим чуть повыше. И 3, 2, 1. Вдох ребра. И на выдохе ручки опускаем до середины. Выдыхаем, закрываем ребра и отдыхаем. Так, Настя, ну на сегодня закончили. Твое первое занятие, твое первое знакомство с данной системой тренировок. Что ты чувствуешь? Что-нибудь появилось, какие-нибудь ощущения или какая-то сложность? Что ты можешь сказать насчет своего первого опыта? Сложность контролировать слишком много в теле. Это и тянуться, и дышать ребрами, раскрывать, закрывать одновременно, да. Многозадачность. У меня такая же была, да, примерно реакция на первое занятие. Но ничего, все с опытом придет. Я так полагаю, что ты раньше практиковала вакуум. Да. Есть ли какая-то разница? Удалось ли мне донести до тебя, в чем отличие вот этих двух движений? Да, безусловно, разница есть. Если в вакууме ты больше сосредоточен на животе, то есть там не важно, что с ребрами происходит, живот под них уходит, а здесь именно внимание на ребрах. Хорошо, что ты это словила. И это самое главное, и в дальнейшем это будет способствовать ускорению и развитию результата. Планируешь ли заниматься дальше? Да, хотелось бы. Спасибо за тренировку. Отлично. Я думаю, что эффект будет после первого занятия в том числе. Спасибо тебе за тренировку. Надеюсь, что будешь кому заглядывать. И не только по поводу позирования. Ну и, соответственно, потом поделишься в соцсетях своим опытом и эффектом. Всем спасибо за сегодняшние тренировки. Если вам понравилось и даже не понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь этим видео со своими знакомыми, потому что я уверена, данная система тренировок, вообще данный вид занятий новый для большинства моих подписчиков и зрителей этого видео. Ну и до новых встреч. Уже совсем скоро новый выпуск и новые открытия. Всем спасибо.